Это выглядит эффектно и, думаю, вызовет немало споров. Ведь когда говорят о BMW, все сразу вспоминают третью серию. Это сердце бренда. И перед нами новое поколение. Полностью новая BMW третьей серии. Теперь в электрическом исполнении. BMW i3. Вы, возможно, знаете, что раньше с названием i3 все было иначе. Но теперь во всем мире это имя будет носить именно этот автомобиль. Посмотрите на эти новые ноздри, они нарисованы очень широко. С одной стороны, они напоминают iX3, но здесь решетка радиатора не физическая, а очерчена, так сказать, световой линией. Вот здесь и здесь. И я уверен, это станет темой для жарких дискуссий, правда ведь? Обязательно загляните в раздел комментариев. И здесь видно очень сильное углубление с обновленным логотипом BMW, который находится в этой так называемой долине спереди. Здесь будет передний багажник. Сегодня мы не можем его открыть, так как это один из первых экземпляров ручной сборки, но выглядеть он будет именно так. Так что это не концепт-кар или что-то в этом роде. Перед нами финальный облик BMW i3, и мы детально изучим не только экстерьер, но и интерьер, а также все характеристики, факты и цифры. Все, что нам известно на данный момент. С вами Томас Авточувство в 4К во весь экран и в полной версии. Поехали. Продолжим с бокового профиля. В данном случае здесь установлены 21-дюймовые диски, и они выглядят действительно крупными. Шины шириной 245 мм. Это чуть меньше. Ну, то есть они немного уже, чем у iX3, где спереди стоят 255-е. Этот автомобиль обещает стать настоящим королем запаса хода, если можно так выразиться. Кроссовер iX3 уже довольно эффективен и показывает результат более 800 км по циклу WLTP, а эта модель должна превзойти этот показатель за счет еще лучшей эффективности. И здесь в боковом силуэте видна длина. К слову, она составляет 4 метра 76 сантиметров. Это чуть-чуть, буквально самая малость короче, чем у iX3 его брата-кроссовера. Дизайн выполнен в стиле 2,5 бокс. Как видите, здесь сохранен классический стиль седана, но формы немного более вытянутые. Получается, так сказать, что-то среднее между третьей и четвертой серией. И здесь также будет отдельный багажник. Здесь указано i3 50. Но цифра 3 здесь выглядит крупновато. Но если присмотреться, это именно версия i3 50. Это полноприводный вариант. Время разгона до 100 км в час составляет менее 5 секунд. Поскольку у кроссовера iX3 этот показатель равен 4,9 секунды, этот автомобиль должен быть даже чуть быстрее или примерно таким же. Данный экземпляр также оснащен пакетом M-Sport. Вы видите черные контрастные элементы в нижней части кузова, как и те акценты, что мы уже видели спереди. Что касается аккумуляторной батареи, здесь те же показатели, что у iX3. Большая батарея емкостью 108,7 кВт нетто. Также появятся базовые спецификации с батареей поменьше, более доступной ценой и версиями с задним приводом. Этот экземпляр полноприводный, однако задний электродвигатель здесь всегда остается основным и более мощным. Ну и конечно будут версии помощнее, вроде настоящей модели BMW M для i3. Там будет по одному электромотору на каждое колесо. Это будет нечто зрелищное, и мы, разумеется, будем держать вас в курсе. Для одной и той же по сути модели будут использоваться две разные платформы. То есть BMW 3 серии с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрическая BMW i3 будут выглядеть одинаково снаружи и внутри. У них будет много общих деталей и вообще масса всего общего. Но при этом базироваться они будут на разных платформах. Это своего рода новый подход. И мы, конечно, подробнее разберем все версии, которые вас интересуют. Если говорить о ценах, то на примере iX3 мы видели, что они практически идентичны версиями с ДВС. Для этой модели мы ожидаем того же самого. Можно ориентироваться на прайс-листы третьей серии, и сопоставимые версии будут стоить примерно столько же. Так что, можно ожидать цену в районе 60-80 тысяч евро. Примерно как у iX3. Внешность, конечно, очень смелая, и споры по поводу передней части точно будут. Честно скажу, мне самому еще нужно к ней привыкнуть. Потому что мне вполне нравились ретро-ноздри на iX3. Здесь же я пока не до конца убежден. Но мне безумно нравится этот синий цвет под названием Кастиер. Это настоящий синий от Томаса.
и к нему отлично подходит этот белый салон. Так что если бы я выбирал себе i3, то определенно именно в таком цвете кузова и с таким интерьером, как здесь. Что касается зарядки, лючок находится здесь, со стороны пассажира. Мы ожидаем те же показатели. 21 минута с 10 до 80% для большой батареи. Пиковая мощность быстрой зарядки 400 кВт и 800-вольтовая архитектура, которая также совместима с 400-вольтовыми терминалами. Так что с характеристиками электромобиля здесь все отлично. Ну, неудивительно, что i3 и iX3 разделяют одну платформу и общие электромобильные технологии. Разница в том, что iX3 производит в Венгрии, а эту модель будут выпускать на главном заводе в Мюнхене. Предприятие с богатейшей историей, ведущий отчет с 1922 года. И это станет огромным шагом в смене поколений, так как основной завод в Мюнхене полностью перейдет на производство электромобилей именно с запуском i3. Вы, возможно, помните прежнюю i3 в Европе. Тот самый маленький пузыреобразный автомобиль, который пережил свое время и выглядел футуристично более 10 лет назад. Это было действительно впечатляюще. А i3 в Китае была, или на данный момент все еще остается, классическим седаном третьей серии, только электрическим. Теперь же эта модель i3 в кузове классического седана станет глобальной для всего мирового рынка. Также ожидается производство в США чуть позже, и, как и в случае с iX3, в Китае ее будут выпускать в версии с удлиненной колесной базой, по аналогии с версиями на DVS, где задняя часть чуть длиннее для большего пространства в ногах, а этот конкретный экземпляр скорее спецификация для Европы и Северной Америки. Как только появится возможность, мы, конечно, сразу покажем вам передний багажник. Он здесь будет, и скорее всего он похож на тот, что мы видели в iX3. Можете глянуть в обзоре кроссовера, как примерно он выглядит. И еще важный момент по поводу подвески. В базе уже идут амортизаторы с гидравлическими отбойниками, а позже в качестве опции станет доступна адаптивная подвеска. Ее уже можно будет настраивать из салона. В спорт-режиме она становится жестче, в комфортном мягче, ну и так далее. Но даже базовая подвеска, как мы знаем по iX3, ведь технологии там идентичны, едет очень достойно. Посмотрите на эти дверные ручки. Они выдвижные и подсвечиваются по контуру. Знаете, я все же больше сторонник классических ручек, и они скоро вернутся, как я уже рассказывал в видео про iX3. Тут такая история с запросами китайского рынка. Сначала они требовали именно такое решение, и производителям пришлось адаптироваться. Теперь же в Китае говорят, что подобные ручки будут запрещены, так что все снова вернутся к классике. Да, вот так иногда бывает, все довольно непросто. Кстати, здесь нет рамок в нижней части, что создает, так сказать, более чистый вид окрашенных поверхностей. А теперь давайте заглянем в интерьер. Прежде всего дверные карты. Это в новинку. Если в iX3 были скорее тканевые вставки, то здесь у нас приятная отделка из эко-кожи, к тому же мягкая на ощупь. Можно выбрать светлое исполнение, как здесь, или вариант потемнее на ваш вкус. Выглядит, по-моему, довольно круто. Здесь тоже мягкий пластик, а вот подлокотник мог бы быть и помягче. Посмотрим, как это будет реализовано в финальной виде. А это рычаг механической регулировки сидения для удобного доступа. Также здесь есть гальваническое покрытие, например, на кнопках стеклоподъемников. Единственное, чего мне все еще не хватает, так это немного ткани в отделке дверей. Поскольку здесь пакетом спорт, у нас есть соответствующая эмблема на пороге. Что в i3 действительно в новинку, так это вставки из искусственной кожи с контурной подсветкой под ними. Здесь они снова в светлом исполнении, но возможен и черный вариант. В iX3 и его собратье-кроссовере на этом месте была бы ткань. Судя по комментариям, думаю, такое решение понравится большему числу наших зрителей. Верхняя часть передней панели также выполнена из мягкого пластика, и здесь мы видим белый руль. Впрочем, это не единственный вариант, доступен и черный. Логика по рулевым колесам здесь такая. Есть базовый руль с узкими спицами, есть вот этот, более спортивный, тоже с вертикальными спицами, но они шире, и еще будет руль M-Sport. Он полностью круглый и со своими характерными спицами. Будут разные версии материалы, и важно отметить, что все они и на руле, и на сиденьях не содержат материалов животного происхождения. Материал веганца выглядит действительно высококлассно и убеждает даже скептиков. Он очень мягкий и обладает пассивной вентиляцией благодаря перфорации. В критических зонах, например в области таза, он тоже очень мягкий. На ощупь материал крайне приятный, и как показывают тесты, он как минимум такой же долговечный, как натуральная кожа. И здесь светлое исполнение. Мне оно очень нравится, особенно в сочетании с синим кузовом, но будут доступны и другие стили.
На европейском рынке в базе, скорее всего, появятся тканевые сиденья, а также можно будет заказать вставки из алькантары. Кроме того, предложат сиденья и спорт, которые мы уже знаем по X3. Так что, найдется вариант на любой вкус. А теперь критический момент, потому что это не кроссовер, а батарея все так же расположена в полу. Так что посадка здесь иная. Ноги вытянуты более горизонтально. В кроссовере же сидишь более вертикально. Само кресло такое же, тоже эргономичное сиденье, но положение ног в машине отличается. Что касается запаса над головой до панорамной крыши, тут вообще никаких проблем. А вот сбоку места поменьше, то есть в AX3 пространство все же побольше. Но благодаря тому, что кресло само по себе великолепно по комфорту, посадка спереди остается очень эргономичной и удобной. Так что мне нравится. И еще один момент, который я покритикую. Не всем нравится дизайн рулевого кольца. Кому-то он кажется слишком футуристичным, но, как я уже сказал, материал на ощупь крайне мягкий и качественный. Здесь, кстати, очень удобные приливы под большие пальцы. Хват отличный, и это приучает водителей держать руки в правильном положении на 3 и 9 часов. А вот кнопки здесь это та самая сенсорная ерунда. Они мне не очень нравятся. Тут есть плюс, минус и все прочее. По крайней мере, они подсвечиваются, так что их не теряешь из виду. Но все равно я небольшой фанат таких решений. Но, как и всегда, мы здесь для того, чтобы честно рассказать вам о всех плюсах и минусах. И вот здесь, кстати, находится рычаг механической регулировки руля по вылету и высоте. Добро пожаловать в кокпит нового поколения BMW i3. Здесь мы видим этот внушительный экран, который во многом похож на установленного X3, но с одним важным отличием. Он развернут к водителю еще на 3 градуса сильнее. Этим BMW подчеркивает, что третья серия остается автомобилем, ориентированным прежде всего на того, кто за рулем. Интерьер здесь радует деталями. Вместо тканевых вставок, как в X3, используется искусственная кожа, через которую эффектно просвечивает контурная подсветка. Это выглядит очень круто и на дверях, и на передней панели. Система индикации здесь многослойная. Основной большой дисплей служит для управления всеми функциями. Над ним, во всю ширину лобового стекла от стойки до стойки, растянулась панель BMW Panoramic Vision. А дополняет все это опциональный проекционный дисплей. Это так называемые комфортные сиденья. И стоит отметить, что в пакете M-Sport их верхняя часть в стандартном исполнении была бы отделана микрофиброй. Здесь же мы снова видим перфорированную эко-кожу веганца. Если же вы выберете именно сиденье M-Sport, то получите отделку из микрофибры по бокам, а сама нижняя часть кресла будет чуть плотнее. При этом боковую поддержку можно отрегулировать в обоих вариантах сидений. Подголовники также настраиваются в обеих версиях. Безусловно, будет крайне интересно покрутить все эти сочетания материалов и форм в конфигураторе. Вопрос о форме экрана всегда остается открытым, обязательно ли ему быть именно таким. Но в BMW явно хотели создать нечто уникальное, чтобы каждый, кто заглянет в салон, сразу сказал: «А, понятно, это новая электрическая платформа BMW». Этой цели они точно достигли. А вот дизайн руля – тема для дискуссий. Должен признаться, визуально я не в восторге. Возможно, я бы даже предпочел базовый вариант. Впрочем, многие наверняка выберут руль M-Sport, потому что он более привычной круглой формы и имеет классическое расположение спиц. А здесь у нас центральный дефлектор обдува, управление которым теперь вынесено в меню. Ниже расположена новая площадка для беспроводной зарядки с магнитным держателем и продумана вентиляцией по всему периметру. Правая сторона площадки для зарядки не предназначена. Тут же находятся адаптивные подстаканники и новый селектор трансмиссии. Приятно, что здесь все еще ставили физический ролик регулировки громкости. Что касается центрального подлокотника, я не уверен, что это финальный вариант. На мой взгляд, верхняя часть должна быть помягче. Под ним скрывается 2 разъема USB-C, 12-вольтовая розетка и прорезиненное дно ниши. Кстати, в X3 разъемы USB-C располагались сверху, прямо рядом с беспроводной зарядкой. Что лучше, вопрос открытый. Если вы кладете смартфоны в эту нишу и подключаете их кабелем, что я обычно рекомендую, они по крайней мере скрыты от глаз, и в салоне сохраняется ощущение чистоты и порядка. В чем же главное отличие от X3? Прежде всего в посадке. Здесь ваши ноги расположены более горизонтально. Эргономика самих кресел идентична, но в X3 вы сидите выше и более вертикально, что для меня, особенно с моим ростом, было бы комфортнее. Впрочем, если у вас не очень длинные ноги, разница может быть не так критична. Нельзя не упомянуть и конкурента. Mercedes C-Lay Electric. У него по сути та же проблема. Из-за батареи в полу пол в салоне стал выше. Однако ключевое различие в пользу BMW заключается в самих сиденьях. Их эргономика продумана лучше, чем у Mercedes. В сегменте седанов это играет огромную роль.
Конечно, у CLA есть свои уникальные фишки, о которых вы можете узнать в нашем отдельном обзоре. Мы уже успели протестировать новый CLA, так что если вам интересно, обязательно сравните их позже. А вот и взгляд с места водителя. Еще раз напомню, руль M-Sport будет более круглым сверху и снизу, если для вас это важно. Взгляд естественным образом фокусируется на системе BMW Panoramic Vision, а чуть выше опциональный проекционный дисплей, который выводит данные прямо на лобовое стекло. На самом деле без проекции здесь вполне можно обойтись, но выбор за вами. Информацию на панорамной панели можно настроить гибко. Например, оставить активной только зону перед водителем, а центральную правую часть сделать полностью пустыми, чтобы ничего не отвлекало. Хотя экран сейчас не в активном режиме, уже видно, что управление температурой расположено прямо под рукой. До него легко дотянуться, когда переносишь руку с руля. Я по-прежнему предпочитаю физические регуляторы, но здесь доступ хотя бы реализован максимально удобно. Слева на дисплее находятся иконки быстрого доступа для отключения звукового предупреждения о превышении скорости и системы удержания в полосе. Это те функции, которые многие хотят выключить сразу после запуска. Если вам интересно детально изучить саму мультимедийную систему, мы подробно разбирали ее в обзоре iX3. Кстати, посмотрите, как здесь сквозь панель пробивается контурная подсветка. Должен сказать, решение с отделкой передней панели искусственной кожи мне нравится гораздо больше, чем тканевый вариант в iX3. А вот теперь начинается самое интересное. Как вы знаете, по Mercedes CLA у электрических седанов часто возникает проблема. Из-за батареи пол становится выше, что крадет пространство для ног и над головой. Но прежде чем проверить это, взгляните на отделку задних дверей. Здесь та же приятная на ощупь эко-кожа с отличной текстурой. Кстати, о дверных ручках. Они здесь электрические, кнопочные, но если потянуть их сильнее, срабатывает механический аварийный механизм. Это блестящее решение. Часто производители разводят электронную кнопку и аварийный рычаг в разные стороны. И в экстренной ситуации его можно просто не найти. Здесь же логика безупречна. Вы тянете в том же месте, где обычно нажимаете кнопку. Если электроника вдруг откажет, что маловероятно, рука сама найдет привычный механизм. Места в дверных картах здесь действительно много. И вновь я повторюсь, мне бы очень хотелось увидеть там немного тканевой отделки. Кто знает, может быть к моменту серийного запуска мои пожелания будут услышаны. Задний диван выполнен в том же классном дизайне с белой эко-кожей веганца. Он очень мягкий и комфортный, особенно в зоне посадки. Крепление Isofix аккуратно спрятано за заглушками. Приятный бонус, можно регулировать угол наклона спинки. Если нужно перевести что-то объемное, спинку можно поставить вертикальнее, либо же максимально откинуть назад. Кстати, в нижней части здесь расположены разъемы USB-C для зарядки и отдельный блок управления климатом для задних пассажиров. Да, пол здесь ровный, но у кроссовера всегда есть преимущество за счет большей высоты кузова. Что касается моих ног, чтобы ступни лучше помещались под переднее кресло, его пришлось бы поднять чуть выше. И здесь мы сталкиваемся с той же дилеммой, что и в «Далее уже подшучивать надо мной». Далее уже подшучивает надо мной, и она имеет на это право, как и вы. Мои ступни задраны довольно высоко, и из-за этого ноги согнуты под странным углом. Это ровно та же проблема, которую мы наблюдали в Mercedes CLA, обратная сторона размещения батареи в полу седана. Я думаю, на данный момент только в Porsche смогли по-настоящему элегантно решить эту проблему, в Taycan, сделав так называемые гаражи для ног, специальные выемки в блоке батареи. Но это технически очень сложно и дорого, к тому же приходится жертвовать полезным объемом самих аккумуляторов. Что касается запаса места в коленях, то по длине здесь все в порядке. Думаю, для меня рабочим решением было бы попросить водителя поднять кресло чуть выше, тогда ступни глубже уйдут под переднее сиденье, и именно в этом моменте кроссовер iX3 с его высокой крышей получает явное преимущество. Что касается этого фиксированного панорамного остекления, запас места над головой еще остается. Главное не слишком прижиматься к боковой стойке, там потолок уже давит. Кстати, в базовой версии будет доступен и вариант с обычной жесткой крышей без стекла. Само же панорамное стекло имеет встроенные слои защиты от ультрафиолета и теплового излучения. Оно не умеет менять степень затемнения. Как электрохромные стекла, оно всегда будет таким. Если вы живете в очень жарком регионе, я бы посоветовал выбрать обычную крышу. Даже с самыми современными защитными слоями через стекло салон все равно будет прогреваться чуть сильнее. В общем, основная сложность здесь – это ограничение, навязанное компоновкой с батареей в полу, что напрямую влияет на положение ног в салоне. Однако само кресло с точки зрения эргономики и материалов выполнено на высоте, особенно когда откидываешься назад. Кстати, если вы помните наш недавний снежный эпизод, где мы уже испытывали BMW i3 в деле,
то понимаете, о чем я. Если вы его пропустили, обязательно посмотрите по ссылке в конце этого видео. На примере прототипа, на котором мы уже успели поездить, мы можем показать вам багажник. В финальном дизайн-концепте он еще не был полностью готов. Хотя это тоже предсерийный образец, мы уже сняли для вас замеры. Важно отметить, что здесь мы имеем дело с полноценным отдельным багажником, как и положено классическому седану. Даже если поставить чемодан вертикально, сверху все еще остается свободное место. Ширина проема составляет чуть более метра, около 40 дюймов, хотя к задней части он немного сужается. Стандартная глубина пола также равна 1 метру. Если вам нужно перевезти что-то длинное, спинки сидений складываются изнутри багажника. При этом образуется небольшая ступенька, а общая полезная длина увеличивается до 1 метра 80 сантиметров 71 дюйм. Под полом есть небольшая ниша. В данном случае она занята буксировочным тросом. Высота багажного отделения составляет 45 см 18 дюймов. Это были первые в мире замеры багажника BMW i3. Мы записали их заранее специально для этого выпуска о дизайне. Кстати, вот этот кабель, который вы видите, это дополнительная антенна для тестового автомобиля, на котором мы гоняли по треку. Конечно, совсем скоро мы сможем показать вам больше, и как складываются сиденья, и как все это работает в движении, когда выйдет полноценный тест-драйв. Шаг за шагом мы раскроем все карты, и я сам этого очень жду. И еще одна деталь для тех, кто, как и в Германии, обожает практичные кузова. Для i3 официально подтверждена версия Touring, Универсал. Немецкие покупатели, да и не только они, точно оценят такой вариант. Если говорить о реалистичном расходе, то при движении по трассе на адекватных скоростях, не слишком быстро, но не плетясь в хвосте, можно рассчитывать на 20 с небольшим киловатт-часов на 100 км. Это дает около 3 миль на киловатт-час, что означает реальный запас хода не менее 500 км или 300 миль. Можно добиться и лучших результатов, если не гонять по немецким автобанам или часто передвигаться в городском цикле. Тогда вы легко получите 600 км или 370 миль. Мы под большим впечатлением от того, что увидели сегодня в новом BMW i3. Будем держать вас в курсе всех новостей. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие обзоры. А сейчас самое время сравнить эту новинку с нашим недавним тест-драйвом ее старшего брата в кузове кроссовер BMW iX3.